Всем привет! Меня зовут Юлия Гендина, вы находитесь на моем канале, который посвящен интерьерному вязанию. В этом видео я хочу с вами детально рассмотреть вот такой вот плед, мозаичный кельтский плед. Давайте сначала поговорим про технику исполнения, его конструкцию, потом уже про пряжу. Итак, это мозаичное вязание крючком, это прямая обрывная вафельная мозаика. Вязание происходит по горизонтали, но, как вы видите, бахрома расположена по коротким сторонам пледа. То есть орнамент был изначально прорисован и рассчитан так, чтобы вязать не короткими рядами, а длинными рядами. Вот таким образом. Зачем? Затем, чтобы как раз бахрома легла по коротким сторонам, потому что чем больше я вяжу мозаичные пледы обрывной техникой, тем больше мне нравится, когда все-таки орнамент расположен вертикально. Это дает нам больше маневра. Мне нравится, как объемно смотрится рисунок в этом случае. И мне нравится, повторю, что бахрома идет по коротким сторонам, как в шарфе. Сам рисунок вафельный выбран не случайно. В больших пледах мне нравится, как смотрится крупный рисунок, чтобы его можно было считать, чтобы он не рябил. В данном случае выбран именно кельтский узор, потому что он и дал этот объем за счет вот перекрещивающихся вот этих вот линий объемных. Ну и по центру расположила такие вот небольшие элементы. Они, кстати, связаны не вафельной мозаикой, а классической, что немножко как раз оттеняет этот объемный рисунок и придает ему такую изысканность и красоту. Теперь поговорим про пряжу. Пряжа – это карачаевская пряжа, еще ее называют кавказская пряжа. У меня есть отдельный ролик здесь на моем канале, посвященный этой пряже. Это, как они говорят, акрил шерстяного типа. То есть это технологичная пряжа, она идеально подходит для интерьерного вязания, в том смысле, что она неубиваемая. Вязать из нее приятно. В данном случае это трехнитка, то есть это довольно толстая нить. Я вязала ее крючком 5,5. По весу этот плед получился 1,5 килограмма. По размеру он 160 сантиметров на 115. То есть это средний размер, то, что я называю полуторный плед. По расходу на него ушло почти 6 пасм. Там 3 серых и там 2 с небольшим молочного цвета. Одна пасма примерно 250 грамм обычно, может быть чуть больше. В общем, общий вес у него 1,5 килограмма. Цвета у производителя называются сталь и, по-моему, топленое молоко. Этот сталь, он серый, но он с небольшим таким синим отливом. Очень красивый цвет. Я изначально думала, когда его привезли, что это джинс. Потом мне привезли джинс, и выяснилось, что это как раз не джинс, а сталь. К этому пледу в пару связана подушка. Подушка с одной стороны такая, а с другой стороны вот такая. Это тоже мозаика вафельная, но это инверсия, то есть мозаичная инверсия. Что значит инверсия? Это когда вяжется подушка по кругу, но на одной стороне мы пару цветов располагаем одним образом, а на другой стороне другим. В этом ничего сложного нет, это та же самая мозаика по кругу, просто надо все время держать в голове, что на боку нужно не забыть поменять нити местами и по схеме ориентироваться, на каком вы сейчас цвете находитесь, ну, в смысле, какая сейчас пара цветов у вас должна быть в работе, в каком положении. Получается вот такой вот интересный эффект. И можно поворачивать подушку в зависимости от вашего настроения. Подушка выполнена в лаконичном стиле, как вы можете заметить. Можно было бы здесь тоже нарисовать побольше кельтских мотивов, но было решено оставить ее такой вот спокойной, чтобы она не оттягивала на себя внимание. То есть в такой паре как раз плед главнее, подушка просто его дополняет. На подушку ушло, это небольшой размер, 40 на 40, на подушку ушло по 150 грамм каждого цвета, соответственно, чуть меньше пасмы каждого цвета. Вот такой вот набор. Мы будем вязать плед с подушкой. Это будет совместное вязание, такой практикум. Если вы захотите к нам присоединиться, милости просим. Следите за анонсами на моем канале в Telegram. Если вы еще не подписаны, в описании будет ссылка. Подписывайтесь, пожалуйста. Как только курс будет готов,
я повешу анонс, и можно будет присоединиться. Как обычно, вы получите доступ к мини-сайту со всей информацией. Помимо схемы, там будет отдельное видео по мозаичной инверсии для подушки. Вот, так что вы сможете вместе с нами связать вот такую себе пару. Если вы не знакомы с техникой мозаичного вязания, то прежде чем приступать к этому курсу, нужно будет ознакомиться с моими уроками по мозаике с нуля, которые есть здесь на моем канале в YouTube. Для вязания вот такого пледа вам понадобится пройти всего 2 первых урока. И больше ничего. Вот такая вот красота. Надеюсь, вы будете с нами. Будем вместе вязать. Большое спасибо и будьте здоровы!